Всем привет! В этом видео будем делать вот такую вот снежинку из хрустальных бусин. Она у меня сделана. Достаточно эффектное украшение. Немножечко оно делается посложнее, чем предыдущая сосулька, которая у меня была, большое видео на канале. Вот. Но мне кажется проще, чем шарик. Вот такой хрустальный шарик. Кстати, на мастер-класс на шарике уже есть тоже на YouTube канале. И мастер-класс на вот такие вот сосульки тоже уже есть на моем YouTube канале. Теперь пришло время для снежинки. Как видите, она очень, достаточно хорошо держит форму, немножечко провисает, но в общем и целом держит форму. У нее вот эти вот уголки не загибаются, бусины сами по себе немножечко гуляют. Но мне кажется, в снежинке это ничего страшного в этом нет, потому что наоборот, когда они такие подвижные, крутятся вокруг своей оси, она более такая сверкучая, особенно если из хрусталя, и на елке будет смотреться очень интересно. Размер, примерно вот такой вот получается. Мне кажется, оптимальный размер. Ни больше, ни меньше. Не надо. Вот. Ну и при этом она достаточно прочная. Так вот, я когда только первый раз пробовала сплести такую снежинку, у меня в чем была проблема основная? Я ее плела на обычной леске, типа вот такой рыболовной лески, да, и у нее загибались у снежинки кончики. В принципе, она как-то скруглялась. То есть, если вы вспомните, мы когда шарик делаем, у нас он в какой-то момент начинает закругляться, то есть подниматься кверху. Такая же проблема у нас у снежинки. Она не держит форму на леске. Да, она не держит форму на леске, и вот эти вот уголки, они постоянно загибаются в разные стороны, торчат, и она выглядит некрасиво. То есть она вот даже когда висит, она некрасиво выглядит. Многие, все по-разному с этой проблемой борются. Я просто решила делать ее на проволоке. Я эту снежинку собираю на проволоку. Вот такая вот у меня проволока. Кстати, сосульку тоже делала на ней. Вот, эта проволока специально для ювелирных украшений. Диаметр у нее размер 0,5. Такая же толщина, как и у лески, из которой я обычно плету. Но только эта проволока металлическая, Купер Wire, да, металлическая проволока. Так, у меня за кадром проволока немножко размоталась. Короче, нам понадобится проволока и хрустальные бусины. Хрустальные бусины у меня рондель 8 на 6 миллиметров. 8 миллиметров рондель. Ножницы потолще. Я взяла кухонные, чтобы вот эту проволоку резать, потому что обычными не очень она хорошо режется. Да, и лента 12 миллиметров в ширину я беру. Ну что, начинаем. Смотрите, леску я отрежу, наверное, метр точно. Метр примерно, да, лески отрезала. Смотрите, тут у нас не будет возможности добавить проволоку. То есть это не как в шарике. В шарике даже если она порвется, у нас все равно есть возможность добавить, да? А тут такой возможности нет. Зато здесь не порвется, потому что проволока. Смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас разрезаю ниточку, да, и нам надо найти 8 хрусталиков, у которых будут самые большие отверстия. Да, это такой лайфхак. Если вы не знали, то все хрусталики, они немножечко разные, и у них у всех немножечко разные отверстия. Я нашла 8 хрусталиков с увеличенным отверстием. Значит, что мы делаем? Мы нанизываем 7 штук на проволоку, на любой конец, который вам удобно. И 8-я бусина, в ней кончики проводим навстречу друг другу. Таким образом. И затягиваем. Смотрите, и мы должны затянуть так, чтобы у нас один кончик был короткий, то есть буквально вот такой, а второй должен быть очень длинным. Вот так вот. И теперь, значит, что делаем? На правую сторону мы добавляем 3 бусины.
Вот эти 3 бусины можно опускать уже вниз, они нам больше сейчас не понадобятся. Далее, следующее, что мы делаем. Мы берем одну бусину, добавляем и зажимаем ее в кулаке, вот тут вот. И далее добавляем еще 3 бусины. Обворачиваем леску вот так вот. И та бусина, которая у нас была зажата в кулаке, в нее мы проходим этим концом лески в обратную сторону. То есть замыкаем круг вот такой вот. Первые 3 бусины, которые у нас были, они остаются там внизу, они нас не касаются вообще. Протягиваем. Вот как бы здесь мы будем формировать вот эту вот вершинку. Теперь нам надо вот это все опустить просто вниз к нашим остальным бусинам. Для этого можно вот это колечко просто вытягивать этот хвостик. Вот когда у нас вот эта бусина, которая у основания верхушки доходит, упирается в эти 3 бусины внизу, мы вытягиваем свободный конец и подтягиваем верхушку. Вот у нас как должно получиться, видите? И теперь на свободный конец мы, когда у нас все тут подтянуто, уперлось, да, мы добавляем еще 3 бусины симметрично. Это кажется сложно, но я думаю, что в процессе поймем. Вот, мы добавили 3, видите? И нам сейчас леской надо пройтись вот в эту бусину основания, которая у нас в самом низу была, из которой выходило вот это перо. Вот в эту бусину мы проходим, получается, вот так вот, в ту сторону. Вот так. Сейчас мы пройдемся и подтянем. Главное продеть леску. Все, продели. И вытягиваем. Вот, то есть вот так мы ее продели и вытягиваем. Все, вот мы продели, вот мы подтягиваем за оба кончика. Вот у нас получилось наше первое звено. Теперь для того, чтобы начать второе, нам надо пройти вот в эту следующую бусину вот этим длинным концом. Вот так вот, то есть. По идее, вот сейчас можно было сразу пройти вот в эту и вот в эту. Ну, я просто показываю вам пошагово. Следующую бусинку основания. Так, продели вот в эту бусину основания леску. Теперь смотрите, принцип сохраняется. Мы на эту сторону добавляем 3 бусины. 3 бусины добавили, отпустили их вниз, чтобы они уперлись в наш кружочек. Все, они нам пока что больше не понадобятся. Вот они. Все, мы их оставили в покое. Далее добавляем одну бусину и оставляем ее в кулаке зажатой, вот тут вот в ладошке. Мы ее не опускаем вниз. Далее добавляем еще 3 бусины. Вот они у нас 3. Обворачиваем вокруг ладошки и вставляем леску в обратном направлении в ту бусину, в которой у нас была в кулаке. Вот таким образом. Я надеюсь, это понятно, я объясняю. И все. Теперь держим и вытягиваем. Вытянули, да? А теперь тянем за свободный кончик. Вытягиваем вот эту. Вот, видите, как получается. Теперь мы добавляем только одну бусину. Опускаем ее вниз. Вот она у нас просто опускается к этим. И концом лески свободным мы проходим в 2 бусины
предыдущего лепестка, вот в эти две. То есть вот эту мы не трогаем. Мы вот эти две, которые ближе к основанию, мы через них вот так вот проходим проволокой. И потом сразу же проходим вот в эту бусину, из которой выходил вот этот лепесток, который мы сейчас сформировали. То есть через вот эти 3 бусины нам надо пройти. Вообще даже через 4, как бы, чтобы начать следующий. Но пока что можем пройти через эти 2, потом через эту, ну то есть как вам удобно. Если пойдет леска дальше вот в эту проволоку, точнее вот в эту бусину, то сразу через нее проходите. Сразу лепесток затянулся. Если вот это кольцо немножко подрасшаталось, можете вот этот короткий кончик подтянуть, и тогда колечко подтянется само. Так, и теперь вот этим концом лески проходим через вот эту бусину, из которой выходил второй лепесток. Это бусина основания. Последние 2 звена плету с вами. Добавляем одну. И через вот эти 2. Вот в эту, из которой этот лепесток у нас выходил. В нее возвращаемся. Так, вот мы дошли до последнего звена. Как мы его формируем? Поскольку у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук есть, да, это последнее, у нас для него есть вот эти вот стенки на самом деле. Вот, теперь нам надо это все подсобрать. То есть мы сейчас длинным концом лески проходим вот в эту бусину и вот в эти 2. В эту и вот в эти 2. Делаем. Так, вот получается, мы прошли через вот так вот, через 3 бусины. И добавляем сейчас одну бусину. И ее отпускаем вниз, она нам не понадобится. Далее, по такому же принципу, добавляем одну. Задерживаем ее в кулаке. Добавляем еще 1, 2, 3. Обворачиваем и проходим в противоположном направлении. Теперь тянем за вот эту часть лески. Затягиваем нашу вершинку. Добавляем одну бусину. Продеваем леску через вот эти 2 бусины. Вот первый наш лепесток. И через вот эти 2 бусины вниз продеваем леску. Итак, вот я проделала через вот эти 2 бусины леску. В принципе, снежинка уже готова. Теперь я, наверное, вот выведу ее через вот эту бусину вот туда. И там просто их между собой переплету.
И обрежу максимально коротко, насколько это возможно, потому что здесь по-другому ее не спрятать. Вот этот вот легкий такой узелочек, и он, наверное, вот так, ну, то есть как бы будет не дырочка, а вот такое вот заполненное пространство. Но он в глаза не бросается, поэтому ничего страшного. И тем более леска цвета такого, ну, неприметного. Вот, поэтому да, сейчас иду навстречу вот к этому короткому хвостику через вот эту бусину. И вот эти вот кончики, которые остались, да, видно их, вон они торчат. Я их просто сейчас замну чем-то металлическим, спрячу между бусин. Если у вас есть возможность, обрежьте как можно короче, чтобы не пришлось это делать. Так, и вот теперь я что рекомендую сделать? Вот так взять и потянуть за все наши вершинки, чтобы придать ей форму. Так, и как я делаю петельку? Давайте возьмем темно-синюю нитку, ой, ленту, не хочу брать белую. Белая немного надоела, честно говоря. Отрезаем столько, насколько вы хотите длинную петельку, с учетом того, что мы складываем ленту в 2 раза для петли. Я думаю, мне столько хватит. Складываем пополам. Тут я еще раз складываю кончики пополам, чтобы узелок выглядел чуть-чуть аккуратнее. Тут вот надо очень хорошо и крепко и туго затянуть узелок, обрезать красиво кончик. Можно поджечь зажигалкой. Ну, у меня выбор очевиден. Вот сюда буду затягивать петлю. Выбирайте то, в которой побольше места или которое вам кажется плохо получилось. То есть таким образом можно скрыть какие-то недочеты, да, вот этих вот вершинок. Я вот эту выбираю, потому что она у меня самая такая большая. И смотрите, узелок, если у вас действительно получилось затянуть маленький узелок, попробуйте узелком вперед. Если маленький узелок не получилось затянуть, можно противоположным концом пройтись, ну, как бы внутрь, как вам удобно. Продели петельку и затягиваем. Коротенькая такая петелька получилась, но в принципе это не важно, потому что ее даже, наверное, на елке не будет видно, она такая темная. А вот блеск хрусталиков виден будет точно. Не знаю, мне нравятся оба цвета, просто на камере вот этот очень темный кажется, а вот этот прозрачный, он такой тоже сверкучий. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вы сплели какие-то из этих новогодних украшений, скидывайте в чатик канала, делитесь своим творчеством и плетите вместе со мной. Всем пока!